Здравствуйте, уважаемые телезрители. 1 октября прошло наконец-то заседание ТИК по поданным жалобам. К заседанию присутствует 8 членов комиссии, отсутствует 6. Кворум имеется. У кого будут какие предложения по ходу заседания? Начать. Кто за то, чтобы открыть заседание? Единогласно. Повестка дня имеется. О жалобе члена территориальной избирательной комиссии правом совещательного голоса Елатниковой. О жалобе кандидатов в депутаты Московской областной думы по единому избирательному округу Красавинова. Можно сказать, оно прошло мимо заседания, потому что заседание территориальной избирательной комиссии так не проводится. По поступившим жалобам территориальная избирательная комиссия должна проводить проверку. Конкретно вызывать людей, выяснять ситуацию. Как мы с вами знаем, у нас на одном из передовых участков наших избирательных на 2297 произошла фактически подмена итогового протокола. И это серьезное преступление, которое квалифицируется статьей 142.1 УК РФ. И там ответственность до 500 тысяч рублей штрафа, либо до 4 лет лишения свободы. Как нам стало известно, из в том числе открытых источников и от членов комиссии, которые участвовали на выборах на этом участке, получилось чудесным образом, что ЧСГшники получили один протокол, а в ГАСы был внесен совершенно другой. Ну, все 4 по всем 4 выборам. Поскольку первые два вопроса касаются одного и того же, я предлагаю их объединить в слушании. Нет возражений? Нет. Значит, насколько мне известно, кандидат Максимович Павел Иванович подал в суд на отмену итога голосования по участку 2297. Я предлагаю отложить рассмотрение этих двух жалоб до вступления решения суда в законную силу. Нет возражений? А у меня вопрос. А вот вы общались с председателем комиссии? Она дала какие-то пояснения, почему так получилось? Или вы вообще пока это дело не рассматривали? Неофициально мы общались. Да, ну какие-то пояснения хоть вообще Ну, понять, как такое могло произойти? Важно же понять, как такое произошло, чтобы не допустить То в есть то, что будущем. Максимович подал в суд, это его После ну, как бы решения дело суда подать мы в сейчас суд. ничего не А можем как как-то- бы Ну, поскольку все, что я скажу, будет рассматриваться как официальное заявление, то я... Официально мы понимаем, да, что в протоколе бумажном было одно, в ГАС-выборы было зачислено другое. Мы сверили протокол, который сдала комиссия, с тем, что в ГАС-выборах. Это совпало. Как совпало? Так. Ну, то есть копию, которую дали ПСГ, причем ни одному ПСГ, причем ни нескольким, одному, да. это было... Вот это сейчас есть Ошибка предметом какая-то или что рассмотрения это в было? суде. Сейчас суд это рассматривает. Нет, почему тут суд? Потому что Кто, был Максимович подал в суд подано там на одно. аналогично такое же заявление о аннуляции решения вот этого участкового Так, комиссии. аннулирование это понятно. Ну, вот сейчас это пройдет, мы сейчас без решения, если подано в суд, мы не можем комментировать, только решение суда, после этого можем комментировать. Вас никто не просит комментировать. Вас просят Ну, комментировать тогда конкретно вот, по жалобе. объявлено, что Давайте по повестке будем. Так, мы Ну, по повестке и повестка работаем. работает. Не надо затыкать рот, хорошо? Предложение просто. Нет, подожди, Вот. жалоба Даже не одна. моя. Мы рассматриваем Мы и рассматриваем мою жалобу. разбираемся в жалобе. Важно понять, Нет, как так вот получилось. Вот будет решение Будет суда, решение суда, будем тогда мы комментировать. будем Суд комментировать. Максимович подал на что? На отмену выборов? Ну, отмену результатов выборов? А мы сейчас говорим про другое. Как получилось, Мы что говорим про процедуру. выдали акт один, по факту оказался акт Привезли другой. в ТИК акт другой. Протокол. Протокол. другой. Ну, акт. Копию протокола дали. То есть создается впечатление, ну как бы, что председатель, причем на участке не было проблем. Вот, ну как бы, если на каких-то И участках претензий не было никаких. ни у кого не было, ни у одного наблюдателя. Они нормально работали, мы приезжали к ним, их проверяли. Все было отлично на участке. И как бы выдается итоговая копия протоколов нескольким ПСГ. То есть она выдает одно, переделывает протокол и приезжает в ТИК и выдает. Ну, такая ситуация, правильно я понимаю? И когда мы узнали о том, что произошло такое чудо, естественно, не было предела нашему возмущению. Соответственно, вы, наверное, уже видели интервью нашего избранного, очередной раз избранного лучшего депутата нашего Подольска Максимовича Павла Ивановича, который, видимо, тоже возмутился таким необычным результатом. Тем более, что он победил с большим перевесом. И зачем нужно было переписывать протоколы на перегоне между участком и территориальной избирательной комиссией, совершенно непонятно. И как нам стало также известно с данного заседания с 1 октября, что уже депутат Максимович подал исковое заявление в Подольский суд об отмене результатов голосования на данном избирательном участке. Но
Это иск иском, но это не отменяет уголовную ответственность. Лично я, как член окружной избирательной комиссии, готова оказать помощь кандидатам, которые участвовали в этих выборах, в составлении и подаче заявления о преступлении в отношении председателей и членов участковой избирательной комиссии участка 2297. У нас опыт уже есть. Да, мы прекрасно понимаем, что привлечь их к ответственности очень тяжело, это длительный процесс, но я считаю, что нужно обязательно сделать. И чтобы вот так не получалось, как на заседаниях территориальной избирательной комиссии, председатель очередной раз по наускиванию заместителя председателя, всем известного, прославившегося уже в соцсетях, говорит, ну, подумаем, после суда решим. Нет, так не рассматриваются заявления. Соответственно, нужно было принять решение либо об отмене результатов голосования, либо, соответственно, об отстранении от работы членов этой комиссии и проведении проверки, а также о направлении результатов этой проверки в органы предварительного следствия, а именно в Следственный отдел по городу Подольску. Получается так, что Получается, она просто председатель переделал. фальсифицирует протокол в тот Вы- момент, когда Вы внесите все предложение вот уходят. сейчас Нет, мою мы сейчас я уже обсуждаем. внесла, я подала жалобу. Вот ее должны рассматривать. То, что Максимович с ней судится, это к нам вообще не имеет никакого отношения. Есть два предложения проголосовать. За что вы будете голосовать? голосовать-то за что? Ваше предложение какое? Наше предложение. Дайте Получается, объяснение. что Я хочу получить по вашим объяснение же словам по председатель переделал протокол так, что То ли, есть, если это получается? Ваша Ну, ничего ошибка. не делаем, идет рассмотрение в суде после как Причем тут суд вообще? Суд Максимовича, суд Как на это территориальной было? комиссии Ладно. к председателю. Суд не Ну, интересует. значит, предложение такое. Получить объяснение от председателя комиссии, как получилось, что копия выдана одна, а как вы заявляете в ТИК, она привезла другое. Голосуем в порядке поступления предложений. Первое предложение – это отложить рассмотрение жалобы до вступления в силу решения суда. Второе предложение – запросить объяснение с председателя участковой комиссии. Кто за первое предложение? Игорь Николаевич, а почему это либо-либо должно быть? Что-что? Почему мы рассматриваем эти предложения как взаимоисключающие? Потому, Нужно, наверное, одно принять и второе принять, либо оба, так сказать, против. Это же не Согласен. взаимоисключающие вещи. потому что либо комиссия рассматривает этот вопрос, либо ждет решения суда. Тут принципиальный вопрос. В чем-то Ну, разница. ждать решение, ну, по закону мы решение суда должны. Вот об этом и речь. Поэтому ставлю еще раз на голосование. Кто за первое предложение? Единогласно. Соответственно, за второе предложение. Нет, давайте проголосуем все-таки. Кто за второе предложение? Нет, Вы за оба сразу, Владимир Николаевич? да, я не считаю их взаимоисключающими. Почему взятие объяснений должно как бы ликвидировать судебное разбирательство? Это не взаимоисключающие вещи. Мы объяснение можем с председателя комиссии, так сказать, взять. Да? Давайте за это проголосуем. Но мы только что проголосовали, вы один за. У меня у самой, естественно, возмущение по всем этим прошедшим выборам. Вы все видели наши ролики канала «Красная горка». Это просто правовой беспредел на некоторых участках был. В том числе, как показало вот заседание от 1 октября, комиссии фактически не готовы. И вы уже помните, что в 2020 году у нас также было много комиссий, которые не готовы были к этой работе. Они подали заявление об исключении, многие члены комиссии. Теперь мы смотрим, что понабрали новых членов комиссии, снова их не подготовили. Когда Владимир Владимирович с Эллой Александровной доверили нам проведение честных выборов, тем более таких сложных, и нам законодатель дал возможность 3 дня проводить голосование, чтобы каждый житель нашей страны смог прийти на избирательный участок, сделать свое волеизъявление. Мы специально к этому подготовились, хотели показать хорошую явку, честные и прозрачные выборы. Но по каким-то причинам Подольская территориальная избирательная комиссия не подготовила участковой избирательной комиссии, не провела надлежащее обучение. И этот факт видно налицо во всех роликах. Это недопустимо. Есть предложение еще по поводу следующих выборов, какие бы они ни были, разработать и провести обучение членов УИКов и в первую очередь председателей, как соблюдать закон, как это все должно быть, потому что на этих выборах многие председатели проявили себя вообще некомпетентными абсолютно. Светлана Ильина, сколько мы? 58 занятий провели?
Ну, значит, не все посещают. Либо не все посвящают, либо такие, ну, тупые, извините. Очень много новых комиссий было образовано в этот раз, которые вообще впервые участвуют в выборах. И, конечно, в таком большом потоке информации сложно ориентироваться. Там нет большого потока именно. информации, у них есть Да что прямо... вы говорите? Я как обучающий член комиссии вам скажу, что это огромный поток информации. Огромный. Во-первых, при сложности выборов, это Государственная Дума, Московская областная Дума, при таком количестве списков учебы у нас проводились и по программе ППЗ, и по программе QR-кодов, и по программе ИСАИКа, и списки избирателей, какие мы только не проводили. Но я вот, поверьте, вам говорю, что у нас есть сайт на ЦИКе Электорий. Я работаю 20 лет в системе, и то делаю ошибки, отвечая на их вопросы. А люди, которые пришли впервые работать на выборах, в таком потоке информации очень сложно ориентироваться. Понятно, что мы обучаем и будем обучать, и начали мы обучать, я вам скажу, с апреля месяца, и у нас все лето шло обучение, упрекнуть нас в том, что мы пустили это на самотек, это просто... Я вас не Нет, упрекал, ну я просто во-первых. говорю, да, мы над этим всегда работаем, но просто Всё-таки я понял после вашу мысль. прошлых выборов, когда у нас были выборы по единому дню, ну, по Конституции, и потом прошли выборы в Совет депутатов, очень много членов участковых комиссий сложили досрочно свои полномочия. Странно, почему? Потом у нас было переформирование, потому что очень тяжело проводить людям и по 3 дня голосования, и кто-то не выдерживает, и многие ушли. Всякое бывает. Да. Это ведь вопрос в другом. Вот много есть видео, да? Замечания, да, обратим внимание на Можно обучение. меня дослушать, Да, пожалуйста? конечно. Не работает. Вот смотрите, у вас есть, ну, у каждой комиссии, вот я лично это проверял, есть прям методичка пошагово, как действовать, как что делать. Там все расписано, вот в сжатом, не без этого объема информации. Они даже это не читают. Значит, надо иметь Вот в виду, об этом речь. что люди не освобождены от своих основных обязанностей по месту работы, а начинали они работать уже со среды, получали эти и бюллетени, и все. В самый последний момент все это было привезено, и при таком темпе, конечно, ну, я вот их лично понимаю, А я нет. что они не Извините, освобождены. они даже не могут заклеить правильно сейф-пакет. Чтобы правильно запечатать сейф-пакет, мы срываем серебристую линию. Вы сначала положите туда бюллетени. Ой, да, простите. Ох, вы неправильно сделали. Вы оторвали индикаторную ленту. К сожалению, надо... Нет, сейчас уже все. Надо было отрывать вот эту золотистую штуку и приклеивать, серебристую, да. К сожалению, вы сейчас ничего не сделаете. Все, Значит, я ничего не этот сделала. пакет уже не действительный. Что значит, я ничего не сделала? Откройте. Как мы... Откройте. А где, Инструкция. где индикаторная лента? Срывается серебристая лента. Где индикаторная это написано. Я не знаю, о какой индикаторной ленте вы говорите. У меня есть инструкция, Вот, по которой вот индикаторная лента. я вскрываю пакет. Можно, пожалуйста, отойдите? Разделите мне вот эту ленту на индикаторную и не индикаторную. Пожалуйста. Да? Ну, это что? О чем это говорит? Хорошо, это нет никакой значит, информации на огромной. следующий раз мы будем обучать их заклеиванием Они не сейф-пакета. знают, что надо вносить даты. Надо ставить. Ну, это элементарные вещи. я понял. О чем вы говорите? Я понял. Ставим на голосование вопрос или это в разном? Ну, я не знаю, это как бы, можете ставить, можете не ставить. Это мое пожелание о том, чтобы вы, ну, как бы, вы или не вы, кто-то Хорошо, там. мы обратим внимание И на, как-то надо на отбирать какие-то людей. нюансы. То есть, если человек туповат, то зачем его туда ставить? Можно подумать, что стоят очереди и просятся работать в Мы участковой предлагаем вам на комиссии. следующий выбор возглавить 2 комиссии. Мы с Я удовольствием могу вам ТИК дадим. возглавить, если хотите. Мы повозглавите то, что Ну, вам тогда предложим. все, спасибо. Лично я считаю, что если Владимир Владимирович и Элла Александровна позволят нам проводить даже 10-дневные выборы, я буду только за, чтобы явка была 100 или 146%, нам необходимо хорошо готовиться, заранее подготовиться, отобрать самых достойных кандидатов в члены участковых избирательной комиссии. Ну, И вот так- еще вот так оно вопрос, всегда. все-таки вернемся к жалобе. То есть, к сожалению, сейчас мы опять видим, что ТИК уходит от выяснения обсудим правды, повестку да, дня вот этим обсудим. Давайте путем. все закроем заседание, Да. к жалобе. Ну, Это это как будет- бы, это это разное. Нет, я вот Повестка только дня проголосовали. обсуждена. Вы мне Это объясните, разное. пожалуйста, сейчас процедуру дальше. Вот сейчас будет суд у Максимовича, потому что я не согласна, это 2 совершенно разные вещи. Так, коллеги, Так. одну секунду. Нет, подожди, вы просто Повестка дня объясните. исчерпана. Нет, заседание разные. Не объявляется исчерпано. Мы празднуем Есть сейчас. вопросы? Всё, да. Если вот Объясните товарищ мне, как хочет, это дальше уходит. будет? Вот объясните мне, пожалуйста. Вот сейчас мы Закрыто. ждем решения суда по Максимовичу, за Подойдите. которое вы Сюда проголосовали. подойдите.
Дальше-то как нас уведомят? Надежда что мы Владимировна, сюда подойдите. Я, как опытный член различных комиссий на выборах, все-таки считаю, чтобы не допустить возможности подвергать результаты наших выборов сомнению, нам обязательно нужно провести анализ сложившейся ситуации, тех членов участковых избирательных комиссий, председателей, которые допустили откровенные нарушения законодательства, в том числе, возможно, допустили уголовное преступление и переписали результаты выборов, привлечь к установленной законом ответственности, провести надлежащие проверки, довести это до избирательной комиссии Московской области, чтобы она также понимала, что мы готовы к проведению прозрачных и честных выборов, а не скрываемые и не покрываемые, значит, нарушения на избирательных участках. Опять же, это эпопея с школы, эвакуированной с 34-й. Что это такое? До сих пор в СМИ, в официальных подосках нет никакой информации, что произошло, откуда поступил звонок, почему эта ситуация произошла именно за 10 минут до закрытия участков, зачем это нужно было делать. Опять же, прошу обратить внимание на участок 2311, на котором Любовь Васильевна Ушанева в прошлом году набрала 95, по-моему, голосов. А в этом году каким-то образом, значит, кандидат Максимович набрал аж 600 голосов, а кандидат Андреев 8. Я, конечно, понимаю, что за 3 дня явка могла быть большая, но чтобы такие расхождения были между кандидатами, прошу особое пристальное внимание вот к таким вот избирательным участкам, чтобы было оказано в том числе и территориальной избирательной комиссии Московской области. Мы не должны допускать вот этим проклятым иностранным агентам и сторонникам вот этого Госдепа США показывать, что мы не можем провести честные, нормальные выборы в нашей стране. А с Владимиром Владимировичем победим.